Всем привет. Представлюсь коротко, быстренько. Меня зовут Никита. Я работаю в HoloLab уже около года UX, UI дизайнером. Поговорим сегодня как раз о UX-дизайне. Тут не будет каких-то сложных терминов, примеров вайфреймов или аргументаций, почему кнопка корзины должна быть конкретно в этом месте. Сегодня мы поговорим про эмоциональную составляющую, почему важно не быть роботом, который бездумно бьет по клавиатуре. Поговорим о том, почему понятия пользователей и людей отличаются, и это не одно и то же. И мы, как создатели продукта, сопереживаем конечному потребителю. Ну, начнем с того, что вообще определим, что такое UX и с чем его употребляют. User experience, дословно это пользовательский опыт. Под этой фразой UX-дизайн большинству людей понимают процесс создания каких-то полезных, простых и приятных в использовании продуктов. Это искусство и наука создания каких-то положительных, качественных, приятных эмоций через взаимодействие с чем угодно. Это то, что люди чувствуют, когда используют продукт. X — это не что-то осязаемое, это не проект, не прототип, не устройство. Это буквально опыт, который переживает пользователей в момент времени. Когда мы говорим о том, что создаем UX-дизайн, на самом деле мы проектируем то, что происходит внутри человека, а именно то, что должно происходить в его мыслях в результате пользования какого-то продукта. Например, возьмем какую-то условную платформу, задачу клиента. Пользователь какой-то условный захотел разместить свое NFT в интернете. Он зашел в Google или другой поисковик и начал заниматься этим вопросом. И наша задача, как создателей, сделать такую платформу, где любой смог бы это сделать. Даже тот, кто особо не разбирается в этой теме. Для него это может быть густым лесом и чем-то неопознанным. Но мы путем облегчения каждого его шага приближаем его к цели, которую он так жаждет, непосредственно создание NFT. Мы должны позаботиться о копирайте, что должно находиться на своих местах, чтобы человек понимал, на какую кнопку он нажимает, где вводит данные своей банковской карты и всему подобное. Чтобы на экране для него все было интуитивно понятно, если захочет сделать какое-то не совсем привычное действие на каком-то конкретном этапе. Чтобы визуально платформа не вызывала страх беспомощности перед лицом огромных возможностей нашей платформы. И целью UX является как раз предоставить положительные и качественные эмоции путем взаимодействия с этим нашим готовым продуктом. Как видим, наш герой доволен своим опытом и результатом. NFT вот он уже создал, и он говорил, что осталось дело за малым — разбогатеть. Но интересно то, что нам может быть нужно иногда вызывать и негативный опыт у человека. Это я не про эту NFT, она великолепна. Однако этот негативный опыт и будет тем, что нужно нашему клиенту. Сам простой пример — это игры в стиле хоррор. Можно ли сказать, что процесс игры будет приятным? Нет. Получил ли он удовольствие как потребитель в плане UX в процессе? Да. Впечатления, которые остались после игры, они позитивные, чего мы, в принципе, и добивались. Хотя сам опыт пользования, опять же, был негативный. На самом деле это касается только такой игровой симуляции. Будучи на другой планете с пришельцами, которые хотят съесть ваши внутренние органы и сделать из рук опахало, конечный результат также был бы негативным. Исходя из этого, мы понимаем, что есть ожидания пользователя, то есть эмоции, которые он хочет получить, есть сам опыт в процессе и результат. Получается такой таймлайн. Задача наша, как создателей продукта, чтобы опыт совпал с ожиданием человека и в итоге получить положительный результат.
Мне говорили, что математика в жизни не пригодится. Как же они ошибались. А еще, кстати, пример плохого опыта пользования, негативного, то есть это какие-то предупреждающие таблички и рисунки, которые стараются уберечь, оттолкнуть от чего-то неприятного конечного потребителя. Это изображение на пачках сигарет, осторожно, радиоактивно и прочее. Некоторые подобные примеры я не смог показать, или у Твича будут тоже некоторые вопросы к нам. Вернемся к UX. UX-проектирование – это деятельность, которая направлена на создание правильного опыта и правильных впечатлений у пользователей конкретного продукта. Он применим ко всем сферам деятельности, где есть пользователей. Нет пользователя и нет того самого опыта. Ну, на самом деле, в конечном итоге все равно будет потребитель. Очень мало вещей в нашем мире делается не для людей. Создателям, то есть нам в частности, да, очень неплохо помогает такая черта, как эмпатия. Это в первую очередь понимание эмоций и поведения другого человека. Вопреки многим мнениям, о сочувствии здесь речи не идет. Да, это возможное, но не обязательное следствие. Например, мы видим какого-то плачущего ребенка в парке. Мы понимаем, отдаем себе отчет того, что ребенок плачет, и понимаем, что у него есть какие-то на это причины, и вряд ли они положительные. Но это не значит, что мы хотим обязательно его успокоить. Да, мы хотим, чтобы его громкость была на минимуме, хотим, чтобы он замолчал, но успокаивать мы его не хотим. Увы или к счастью, это так. Эмпатия вообще это способность понимать и переживать чувства другого человека. Не переживать за него, его проблемы, успехи, а это способность применять эти ощущения на себя, при этом не уходя от реальности. То есть принимать это как факт. Еще один интересный факт, что следствием эмпатии может быть не только сопереживание, а еще и злорадство, что, кстати, тоже является приятным ощущением. Но это другая история и другая темная сторона эмпатии. Зачем же вообще эмпатия нужна людям и тем более UX-проектировщикам? Она нужна, чтобы как раз взаимодействовать с людьми, пусть и заочно. Она нужна, чтобы как-то повторюсь, взаимодействовать с людьми, да, без нее человечество не существовало бы как такового. Мы должны понимать, что у человека есть какой-то свой внутренний мир, в котором он живет. И внутри этого мира может быть и хорошая погода, и плохая. И мы должны понимать, что человеку может быть нужно в конкретный момент времени, будучи в этом своем мире. Ведь человек, пользователь и клиент, как хотите, он заходит на платформу или использует любой предмет в принципе с какими-то конкретными своими целями, которые были основаны на каких-то эмоциях и ощущениях, которые он получил до момента касания с конечным продуктом. Понимая, что его окружает в момент пользования, что привело его к тому, чтобы воспользоваться продуктом, можно более точно управлять человеком с помощью данного конкретного продукта. В 2018 году было исследование, которое показало, что 32% из всех негативных опытов с продуктом привело к тому, что люди, получившие этот опыт, больше никогда не возвращались к продукту. Допустим, у нас есть аудитория в 1000 человек. Из них 200 людям наша платформа не понравилась. Уже из этих 200 никогда не вернулись 62 человека. То есть с помощью рекламы, акций, подарков и всего прочего не удалось их повторно пригласить воспользоваться нашим продуктом. 62 человека вроде не так много по сравнению с общей аудиторией. Но если общее число пользователей десятки и сотни тысяч, то это совсем другой разговор и другие потери. При аудитории в 100 тысяч человек мы безвозвратно теряем 6200 пользователей. Возьмем какую-то условную подписку на платформу в $7.
и теоретические максимальные потери составили бы 43 400 долларов. А это X5 2016 года. Гиганты индустрии, они знают об этом и знают, как пользоваться информацией. Они знают, как оставить после себя потрясающее впечатление. Ну, кроме рекламного кабинета Facebook. Это ужасно. Немного отвлечемся. Давайте поговорим, подумаем, как люди ходили и ходят сейчас в кино или театры. Нужно найти сайт, где купить билеты, узнать и запомнить адрес, собраться красивыми и ждать свою вторую половинку полчаса, ехать в пробке. Если вы на своем автомобиле, вас обязательно кто-то подрежет. Вы уже опаздываете, не можете найти парковку, не можете найти место на этой парковке. Большая очередь за попкорном. И вот, допустим, представим, вы уже в зале, сидите на своем законно приобретенном месте и смотрите, как перед вами проходят десятки задниц в поиске своих мест. А потом еще нужно выйти по делам, и приходится пропускать самое интересное. И как ваше настроение после этого? Не очень. Представьте, сколько еще таких подобных факторов, которые влияют на настроение перед тем, как потреблять этот заветный и желанный контент. Сколько таких факторов, которые не зависят от тех, кто создал сайт и тот самый контент. И теперь давайте подумаем и вспомним о Netflix. Они убрали эти неудобства. Никто не испортит тебе настроение и не помешает наслаждаться фильмом по большей степени. Представьте, сколько таких факторов убрали разработчики и дизайнеры Netflix. У них гораздо больше контроля над человеком в одном месте, но справедливости ради и гораздо больше ответственности перед этими людьми. Вся эта работа производится, чтобы украсть внимание людей, потому что это самое дорогое сейчас, дабы корпорации заработали на этом огромные деньги. Ненавижу Netflix за то, что в нем невозможно открыть страницу в отдельной вкладке. Ну, у всего есть недочеты. И сейчас мы об этом поговорим. О недочетах и, возможно, доработках. Мы, как создатели продуктов, основываем свои решения на мгновенных целях. Больше пользователей, больше подписок, больше времени использования. И не всегда мы задумываемся о том, как это влияет на жизнь клиента, и кто останется с нами в разрезе 1 года, 3 и так далее. Кто будет пользоваться нашим продуктом еще. Если так подумать, то будущее так или иначе зависит от решений, которые мы принимаем сейчас, сегодня. Все вокруг нас — это дизайн, особенно то, что мы видим в экранах мониторах и компьютерах большую часть своего дня. Мы создаем паттерны поведения, которые будут использоваться в будущем или изменять уже какие-то текущие и существующие. И чем дольше проекты существуют, такие как Netflix, чем больше там людей взаимодействуют с этим продуктом, тем они и становятся лучше. Например, вот как Netflix, есть продукт, он уже достаточно сформированный, у него есть свои какие-то паттерны поведения, этот продукт уже состоялся, и с ним как раз можно работать. То есть вот у нас есть недочет, и с ним можно работать. На этом фоне хочу познакомить вас с Мэри Андерсон. На дворе был 1902 год, был холодный и снежный день, и Мэри ехала себе по делам в автомобиле. Ей было тепло, удобно и комфортно. Она была расслаблена и ждала прибытия к месту назначения. Напомню, был холодный и снежный день. И вдруг водитель открывает окно и смахивает своей рукой снег и капли дождя с лобового стекла, чтобы видеть дорогу непосредственно. Но он не учел, что, открыв окно, он запустил весь этот холодный и влажный воздух в салон автомобиля, который заставил Мэри съежиться и почувствовать сильнейший дискомфорт. Наверняка все бы подумали, ну, ничего не поделаешь, ему надо было открыть окно, чтобы счистить снег и открыть хорошую видимость. Тут ничего не поделаешь. В принципе, так и подумал водитель Мэри, как, в принципе, и все
Водители тех времен руководствовались такой логикой. Но только не Мэри. Уже не в тепле, уже в плохом настроении она подумала, что если бы водитель смог чистить стекло, оставаясь при этом внутри салона, не открывая окно. Вождение было комфортным и безопасным. Она достала свой блокнот и набросала то, что в скором времени стало первым в мире стеклоочистителем. Нам, как создателям, нужно поучиться этому у Мэри. Замечать какие-то такие мелочи, вот как косяк у Netflix, которые для других незаметны, или они свыклись, или стали привычкой. То есть без стеклоочистителей и без возможности открывать страницу в отдельной вкладке Netflix и автомобили прекрасно функционировали бы. Но вот этот момент с дискомфортом, с этими плохими негативными эмоциями заставляет мозг думать и что-то придумывать. Кстати, о привычках. Дети не так много прожили, чтобы к чему-то привыкнуть. У них не замыленные глаза, и иногда им может прийти идея решения куда лучше прежней. Именно поэтому от них можно иногда услышать что-то, над чем может и задуматься взрослый человек. Например, так был придуман батут, шрифт Брайля и вот этот красный флажок на почтовых ящиках в Америке. Он также был придуман ребенком. Напомню, это касается все того, если уже состоялся какой-то продукт, например, как функционирующий автомобиль или Netflix. А если продукт новый или инновационный, первым в своем роде, или наоборот всем понятная тема, известная, но с добавлением чего-то нового, уникального. Или просто адаптация на современный лад, хорошо забытая, старая, так скажем. Оценить качество такого продукта – это посмотреть, как пользователи взаимодействуют с этим продуктом в реальном времени, в контексте. Есть еще один пример из реальной жизни, надеюсь, они интересные. В общем, каждый день вы выходите на улицу, не то что я, и наблюдаете и даже создаете опыт пользования этим продуктом, назовем это так. Все мы бывали в парках. Там есть заасфальтированные дороги, по которым люди должны ходить и гулять. Но эти продуманные дорожки не всегда совпадают с планами людей. Так и появляются тропинки, которые никогда не зарастают. Выглядит это примерно таким образом. И мое любимое, поздравляю, ты сэкономил 3 секунды своей жизни. Это именно тот случай, где дизайн расходится с опытом пользователей. Еще одно место, где очень много людей часто ходят, это школы и университеты. Так, один университет в штате Огайо вообще не делал свои дорожки и подходы к зданиям какое-то время, а дал возможность студентам самим их предложить. И уже по этим следам были построены дорожки. Выглядит это таким образом. Исходя из этого примера, мы понимаем, что этот дизайн был создан исключительно по желаниям и предпочтениям потребителей. Еще один пример уже из сферы IT. В общем, помимо работы в Halo, мы с друзьями работаем над одним проектом. Это не что-то новое, не что-то инновационное. Это будет хорошо сделанный продукт, который поможет нашей целевой аудитории, а именно учителям. Особенность проекта в том, что нет юзабельных платформ у конкурентов. Их картина видения не совпадает с тем, что нужно целевой аудитории. Это наше мнение, на основе которого мы и строим планы развития. Суть в чем? У нас будет какая-то готовая условная альфа-версия с каким-то готовым функционалом, уже готовая к пользованию. И с этой версии мы идем к учителям. Они пользуются нашим продуктом и говорят, чего не хватает, что можно улучшить, и любые свои комментарии, грубо говоря. Получается, мы запускаем людей, так скажем, трафик, и они показывают нам эти тропинки, которые мы должны будем проложить брусчаткой.
Таким образом, мы будем наращивать только нужный функционал поверх нашего видения платформы. Давайте еще поговорим, я расскажу про этапы работы UX-проектировщика. Всю его работу от начала и до этапа UI можно поделить на следующие шаги. Этап первый – ядро. На этом уровне мы анализируем цели заказчика и цели пользователя. По сути, это как бизнес-анализ, но он больше смотрит в сторону заказчика, то есть поддерживает идею и цели самого заказчика. Дизайнер же – это адвокат пользователя на проекте. Кроме него, то есть дизайнера, нет человека, кто защищал бы интересы клиента. Получается, UX больше с точки зрения пользователя. Между прочим, термин пользователь, как по мне, он узкий и оскорбительный для многих людей. Объясню почему. Пользователей у многих людей интерпретируется как цифровое значение в результате. Но он же все-таки в первую очередь человек со своими чувствами и целями в этом конкретном интерфейсе. Это нужно учитывать при создании продукта и стать для него другом-проводником к его желаниям. Следующий этап – это этап требований. На основе понимания ядра сформированного мы определяем требования к проекту. Какая там должна быть информация, функции, просто список всего, что должно быть на этом этапе создания. Уровень структуры. Тут мы уже создаем иерархию. Определяем, какая информация нужна пользователю в моменте времени. Проектируем уже какие-то взаимодействия, какие-то пути пользования к той или иной цели. Выглядит это как древо и ветви, грубо говоря. Этап следующий – это компоновка. Это уже создание вайфреймов. Тут мы конкретно продумываем, как и что будет располагаться на определенной странице. И уже после этого всего мы готовим UI для спроектированного UX. Итак, в основе каждого предмета, устройства или интерфейса стоит UX. Задача людей, которые причастны к этому, оставить положительное впечатление от продукта, чтобы человек возвращался еще и еще. В первую очередь нам нужно учитывать не пользовательский, а человеческий опыт таких же живых людей с чувствами и эмоциями, как у нас. Мы же любим, когда нам удобно, приятно и комфортно. Мы любим, когда наши ожидания оправдываются и ощущаются еще лучше. В какой-то степени именно от нас, от создателей продукта, зависит, насколько человек будет счастлив и как он будет делиться своей любовью с окружающими людьми. Счастлив тут, пользуясь продуктом, он счастлив и вне этого дела. Так что давайте делиться нашей любовью. Всем спасибо и приятного аппетита!